Питер увидел что-то движущееся вдалеке. Он знал, что ему нужно быть осторожным. Поступали сообщения о хищниках в этом районе. Питер подошел ближе, чтобы посмотреть, не тот ли это олень, которого он искал. Затем что-то еще привлекло его внимание. Он увидел оленя, но олениха несла младенца. Питер побледнел. Он никогда в жизни такого не видел. Он должен был убедиться, что с ребенком все в порядке, однако возникла одна огромная проблема. Питер решил не торопиться. В его голове возникали всевозможные вопросы и опасения. Питер медленно подошел к оленю сзади. Олень только что опустил детеныша на землю, как олень обернулся. Сначала Питер подумал, что олень его не заметил, но потом он увидел, что поведение оленя изменилось. Это было совсем нехорошо. Питер почувствовал, как его сердце подпрыгивает в груди. Он должен был стоять совершенно неподвижно. Одно неверное движение, и это могло стать его концом. Затем олень отреагировал. Олень схватил ребенка вместо того, чтобы броситься к Питеру. Он быстро убежал. Питер попытался посмотреть, куда он направляется, но это было слишком быстро. Ему пришлось быстро сообщить своим товарищам, рейнджерам, чтобы они подготовили спасательную группу для ребенка. Но была одна проблема. Его товарищи, рейнджеры, вообще не поверили Питеру. Питер отчаянно нуждался в помощи, но, похоже, не собирался отказываться от нее. Он настаивал на том, что видел оленя с детенышем. Питер решил, что возьмет дело в свои руки. Ему пришлось вызвать полицию. Питер вызвал полицию. Все его товарищи, рейнджеры, сказали ему оставить это. Все они думали, что Питер сходит с ума и ему мерещится всякое. Питер отказался слушать. Он рассказал полиции, что происходит. Они немедленно прибыли со всеми доступными полицейскими в этом районе. Первые полицейские прибыли на место происшествия через несколько минут. Они отнеслись к звонку Питера очень серьезно. Скоро прибудет подкрепление. Затем начальник Питера велел полицейским зайти в его офис. Когда они вышли, они проигнорировали Питера и направились прямо в лес. Быстро прибыло больше полицейских. Они сказали Питеру оставаться на месте. Они казались довольно сердитыми. Питер понятия не имел, что происходит. Что сказал его босс этим полицейским? Когда Питер столкнулся с ним лицом к лицу, он велел Питеру сесть и ждать. Скоро будут допрошены. Питер был сбит с толку. Полицейские вернулись через несколько минут. Питер был удивлен. Они, конечно, не обыскали весь лес за несколько минут. Питера расспросили об олене, которого он предположительно видел. Они также спросили его о ребенке. Питер знал, что он видел, и никто, казалось, не воспринимал его всерьез. Он должен был докопаться до сути. Полиция сказала Питеру, что они скоро уйдут и что они не находят это смешным. Питер сломался. Питеру запретили покидать офис, а его босс все еще хотел поговорить с ним. Питера отстранили от работы. Он больше не мог работать рейнджером, сказал ему его босс. Питеру действительно казалось, что мир был против него. Его босс и коллеги, рейнджеры, верили, что с Питером происходит что-то действительно ужасное, что он видит вещи из-за травмирующих событий в своей жизни. Затем они попытались уговорить Питера пойти на терапию. Они с женой только что потеряли ребенка. Вот почему ему никто не поверил. Питер был полон решимости узнать правду. Ему больше не разрешали ходить в лес. Питер решил, что отправится в лес ранним утром. Ему просто нужно было сделать еще кое-что, прежде чем он сможет уйти. Он подошел к своему лучшему другу и коллеге, рейнджеру. Он был удивлен, увидев Питера. Он слышал, что произошло. Питер объяснил ему всю историю. Они должны были добраться до леса, чтобы спасти ребенка. Якоб был настроен скептически. Он не хотел присоединяться.
Затем Питер сломался. Якоб сказал Питеру, что пойдет с ним. Это могло стать катастрофическим решением. Когда они, наконец, добрались до места, где Питер видел оленя, Якоб кое-что заметил. Они действительно нашли черные оленьи следы. Якоб начал верить, что Питер, по крайней мере, видел оленя. Он все еще сомневался насчет ребенка. Проследовав по следу оленя, Джейкоб внезапно потерял след. Из ниоткуда они услышали рев. Джейкоб замер. Это было действительно близко. Теперь Питер был уверен, что они на территории оленя. Джейкоб не хотел приближаться к оленю. Он убеждал Питера действительно вызвать подкрепление, но Питер отказался. Все его подвели, так почему он должен доверять им сейчас? Джейкоб сказал Питеру, что не пойдет с ним. Он слишком боится, что с ним что-то случится. Питер не планировал отступать. В конце концов Питер убедил Джейкоба держаться поближе к нему. Джейкоб неохотно последовал за Питером. Они заметили вдалеке пещеру. Это определенно была необычная пещера. Они направились прямо в пещеру. Это определенно была пещера оленя. Питер заметил оленя вдалеке. Он был совершенно потрясен. Он знал, что не сходит с ума. Джейкоб теперь тоже был полностью убежден. Он был напуган еще больше, чем раньше. Не было никаких признаков ребенка. Якоб пытался убедить Питера вернуться в офис рейнджера, чтобы убедиться, что они тоже могут помочь. Но Питер чрезвычайно упрям. Затем он услышал шум. Из ниоткуда они услышали плач, доносящийся из пещеры. Олень, казалось, отреагировал и скрылся в пещере. Через несколько мгновений он вышел, и плач прекратился. Теперь Питер точно знал, что ребенок был внутри пещеры. Затем олень повернул голову к Якобу. Олень замечает Якоба. Это действительно напряженная ситуация. Якоб не знал, как реагировать. Питер говорит Якобу просто замереть. Олень теперь быстро приближался к Якобу. Питер пытался отвлечь оленя, но, казалось, интересовался только Якобом. Якоб убегает так быстро, как только может. Он слышит, как олень настигает его. Происходит худшее из возможного. Якоб спотыкается. Он быстро поднялся на ноги и забрался на дерево. Олень пытается снять Якоба с дерева, но, похоже, Якоб оказался в безопасности. Это момент, когда Питер должен отреагировать. Питер теперь совсем один. Он видит свободную тропинку к пещере. Он начинает медленно приближаться к пещере, когда слышит крик Джейкоба о том, что олень возвращается. Недолго думая, он начинает бежать ко входу в пещеру. Он не слышит оленя где-то поблизости, поэтому знает, что у него есть немного времени, чтобы спасти ребенка. Питер, наконец, добирается до пещеры. Внутри действительно темно. Затем он внезапно слышит какой-то шум из глубины пещеры. Он начинает приближаться к нему. Затем он видит нечто, что потрясает его до глубины души. Наконец, он замечает ребенка. Питер быстро бежит к ребенку, который на первый взгляд кажется невредимым. Он не может терять времени. Он слышит шум вдалеке. Питер понимает, что олень возвращается. Он быстро выключает свет. Он слышит, как олень ходит по пещере. Питер понимает, что олень заметил его. Олень загнал Питера в угол. Питер все еще держит ребенка. Ни с того ни с сего олень, кажется, засыпает. Питер понимает, что олень был застрелен какими-то успокоительными дротиками. Затем он слышит множество звуков вокруг себя. Не осознавая этого, другие рейнджеры побежали внутрь пещеры, чтобы спасти Питера. Якоб позвал их прямо перед тем, как они отправились в лес. Но они еще не закончили. Они по-прежнему понятия не имели, откуда были родители ребенка. В полицию не поступало заявлений о пропаже ребенка.
Рейнджеры отвезли ребенка в ближайшую больницу с помощью полиции. Питер получил свои извинения, но был полон решимости докопаться до сути этой тайны. Скоро они все раскроют. Ребенка осмотрели в больнице. Сразу по прибытии группа врачей забрала ребенка для осмотра. Питер отказался выпускать ребенка из поля зрения. Полиция разрешила Питеру остаться с ребенком. Они также взяли образец ДНК для идентификации ребенка. После множества проверок оказалось, что ребенок здоров. Каждый час Питер проверял, были ли уже результаты из лаборатории. Он слышал, что они забрали и оленя, чтобы осмотреть его. Питер не спал 24 часа, когда, наконец, получил кое-какие новости. Оленя отпустили обратно в лес, и Питер был рад, что животное в безопасности. Но как же малыш? Его никто не искал. Питер был в отчаянии. Его жена тоже приехала и уговаривала его отдохнуть. Затем капитан полиции вызвал Питера в кабинет. Они установили, что олень охранял детеныша. Он был хорошо накормлен, и малышу не причинили никакого вреда. Они также выяснили кое-что еще. Пришли результаты анализа ДНК. Когда капитан полиции рассказал Питеру всю историю, он разрыдался. К сожалению, родители ребенка были найдены в лесу. Они, по-видимому, попали в автомобильную аварию со смертельным исходом. После аварии олень забрал ребенка к себе. Они также не смогли найти никого из семьи. Питер не знал, на что смотреть. Затем он посмотрел на свою жену, и они оба поняли, что нужно делать. В конце концов, они усыновили ребенка и растили его как своего собственного. Питер и его жена никогда в жизни не были так счастливы. Питер снова получил работу рейнджера и почувствовал себя на вершине мира. В конце концов, его сын тоже стал рейнджером, как и его отец.